Всем привет! Это видео я хотел записать уже давно, несмотря на то, что многие уже знакомы с этой темой даже глубже, чем я, но так как мне очень нравится эта серия и возможно, кто-то, как когда-то я, посмотрит всего один ролик и поймет, что это намного интереснее, чем кажется. Добро пожаловать на канал Rootkit Racing. Сегодня поговорим про одну из самых популярных гоночных серий – NASCAR. Если вы хоть раз видели NASCAR со стороны или хотя бы знаете, что это такое, то вспоминается максимум то, что куча машин ездят по овальному стадиону и в итоге, как и везде, побеждает первый. Скучно, однообразно, еще и поворачивать нужно только в одну сторону. И я всегда думал точно так же, и кстати не только про NASCAR, но именно с него и проснулся интерес ко всем этим забегам на выживание. Да, овал выглядит слишком простым, нет связок поворотов, нет шпилек, шикан, нет ощущения, что трасса разнообразная. Но вот в этом и главный прикол. Потому что NASCAR, как в жизни, так и в симрейсинге, завлекает не конфигурацией трассы, а тем, что происходит в этом овале между машинами на огромной скорости. Тем, как 30-40 машин мчатся почти вплотную, и любая ошибка может за пару секунд перевернуть всю гонку. И не только для одного пилота. Это история про постоянную борьбу с воздухом, про минимальную дистанцию между корпусами, траектории, нервы и доверие. Доверие к пилотам, которые могут как помочь тебе, так и в следующую секунду отправить тебя в бетонную стену. Это видео я как раз решил записать для того, чтобы осветить все особенности и правила гонок NASCAR и понять, почему они настолько популярны. Почему, накручивая круги по овалу, нужно постоянно думать и быть в полной концентрации, и почему, вкатившись в эту дисциплину, оторваться потом уже довольно трудно. Ты будешь злиться, нервничать, радоваться, клясться покончить с этим, но возвращаться сюда снова. Итак, NASCAR – это гонка, где ты должен уметь жить в трафике. И это то, что отличает эту серию гонок от других. На дорожной трассе ты выигрываешь на времени круга, на своей стабильности и темпе. На овале этого мало. Здесь решает позиционная борьба, аэродинамика и стратегия под желтыми флагами и на рестартах. Причем овалы тоже бывают разными. Есть короткие овалы с большим количеством контактов, торможений и борьбы. Есть промежуточные, где важен баланс между скоростью, износом и борьбой на длинные дистанции. А есть суперспидвеи вроде Дайтона или Талладега, где все превращается в шахматы на скорости под 300 км в час. И воздух — это буквально главный участник гонки. В симрейсинге все это чувствуется очень хорошо, потому что когда рядом с тобой не боты, а живые люди, начинается трясучка еще до старта. Тебя не оставляют мысли, что кто-то может перенервничать и проспит рестарт, кто-то слишком рано нырнет в линию и устроит большой завал, а кто-то и вовсе не умеет держать линию. И понимание приходит сразу, просто нажать газ и ехать быстро, поворачивая налево, не получится. Нужно быть начеку, смотреть вокруг и быть готовым ко всему, знать, когда можно атаковать, а когда переждать, кому доверять, а кого просто пропустить от греха подальше. И помимо всего этого не забывать про воздушный поток и не отваливаться. Что касается правил, их много. Как незначительных, так и тех, за нарушение которых можно получить черный флаг или дисквалификацию. Но начну, пожалуй, с моментов, которые являются ключевыми и интересными, на которых основана стратегия в гонках NASCAR. И если мы говорим про iRacing, то здесь тоже все это очень хорошо и подробно реализовано. В iRacing сейчас лучше всего представлены гонки NASCAR, и если хочешь почувствовать все на себе, тебе именно сюда. Итак, желтый флаг. Если на трассе авария или опасная ситуация, гонка может быть приостановлена, после чего на трассе появляется машина безопасности, за которой выстраивается весь пелотон, в соответствии со своими позициями, которые были на момент появления желтого флага. И все движутся с фиксированной скоростью. И в этот момент начинается важный тактический этап. Командам нужно быстро решить, ехать в боксы, чиниться полностью или частично, менять ли резину, хватит ли топлива, если не будет желтых. Подается сигнал, что питлейн сейчас открыт. Поврежденные машины пытаются добраться до питлейна, если могут. Кто-то сразу выбивает, кто-то остается в гонке, но уже с подбитой машиной и рискует, не заезжая на питлейн. Также, пока гонка не возобновилась, появляется важный термин – Lucky Dog. Lucky Dog – это счастливый билет, по которому первый пилот из отстающих на круг получает право догнать пелотон и отыграть свой круг отставания. Но при условии, что он не был причиной инцидента, вызвавшего желтый флаг, и с отсутствием контактов с другими пилотами.
То есть тебе не повезло, ты потерял круг, но потом выкидывают желтый, и если ты первый среди отстающих, то получаешь шанс вернуться в круг и в борьбу за позиции. Потому что NASCAR любит держать гонку живой, даже после неудачи у тебя иногда остается шанс зацепиться обратно. Итак, кто-то выбыл, кто-то неожиданно поднялся, у кого-то машина повреждена и уже не держит темп, а впереди рестарт. Все снова сжимаются в плотную пачку и буквально через несколько секунд после зеленого снова старт. Борьба в 2, а то и в 3 ряда. Гонка продолжается и каждый хочет отыграть заветные позиции и не попасть в очередной завал. Контакт NASCAR не всегда равен катастрофе, небольшие контакты возможны, иногда даже нужны, но есть большая разница между плотной и жесткой гонкой и глупым, необязательным выносом соперника. Может показаться, что NASCAR это как раз про хаос и аварии. Да, аварии здесь не редкость, в первую очередь из-за очень высоких скоростей и отсутствия в машинах каких-либо систем стабилизации, только мощь мотора, которую пилотам необходимо обуздать. Эти гонки про очень тонкую дисциплину внутри этого хаоса, потому что прежде всего каждый из пилотов стартует, чтобы добраться до финиша. Но вот где NASCAR становится чем-то особенным. Воздух. Вот это, наверное, тот момент, после которого многие впервые начинают смотреть NASCAR совсем по-другому. Когда машины едут рядом на высокой скорости, особенно на суперспидвеях, они сильно влияют друг на друга аэродинамически. И если говорить просто, машина, которая едет сзади, попадает в воздушный мешок машины спереди и получает меньше сопротивления. Это и есть драфт. Сзади идущая машина, находясь в драфте, экономит топливо и резину, меньше теряет скорости и получает шанс на атаку за счет большего импульса. Поэтому одиночная машина на овале гораздо медленнее, чем две, которые работают вместе, разгоняя друг друга. Теперь бамп-драфт. Это когда задняя машина буквально подталкивает переднюю на прямой, помогая им обеим набрать скорость. На суперспидвеях это абсолютно нормально, потому что если ты сразу полезешь на обгон, а впереди никого нет, то весь воздушный поток ты заберешь на себя и станешь медленнее. Есть, конечно, шанс, что тебя теперь начнут толкать, но это не точно. И когда едешь первым, экономить топливо и резину уже не выйдет, поэтому каждое действие нужно продумывать. Еще есть одно понятие как сайд-драфт. Это уже чуть сложнее. Смысл в том, что когда ты едешь бок о бок с соперником, ты можешь нарушить обтекание воздуха у его машины, направив потоки в его колесные арки или на антикрыло, что придаст ему больше прижимной силы, чем нужно. И это буквально задушит его скорость. Теперь ты понимаешь, сколько всего нужно учитывать, когда садишься за руль стоккара и выезжаешь на овальную трассу. В этот момент овал перестает быть просто овалом. Рассказывать про всевозможные тактики я не буду, но когда мысли о соперниках переплетаются с мыслями о стратегии и состоянии машины, появляется человек, без которого контролировать все это было бы нереально. Это споттер. Хорошо, Дим, давай внимательнее, не проеби старт. Оставайся в ряду. 3 ряда, ты посередине. Левее, братан, посередине иди. Хорош, 4 ряда. 3 ряда снова. 4 ряда, 4 ряда. Держи линию, молодец, 4 ряда. Споттер — это член команды, роль которого огромна в гонках NASCAR. Пилот внутри машины видит не все, а соперники с каждой стороны в минимальной дистанции, и решение нужно принять прямо сейчас. Споттер наблюдает со стороны за ситуацией вокруг машины и подсказывает пилоту, что происходит вокруг. Говорит, где находятся соперники, а где свободно для перестроения или лучше не дергаться и остаться в ряду. Но это только малая часть работы споттера. Он управляет стратегией, сообщает, что происходит у лидеров, кто заехал в питы и когда можно заезжать тебе, а также где ты выйдешь после обслуживания и какое место занять на рестарте. Пилот часто перегружен информацией об удержании машины, тем, как держать темп и не устроить Big One. Big One — это когда в большой пачке пилотов происходит завал, и это ведет за собой множество аварий. Поэтому споттер — это глаза и мозг команды, а сам пилот — руки и ноги. И у каждого свои задачи, чтобы довести машину до финиша. В iRacing споттером может быть как реальный человек, так и виртуальный. В любом случае ты быстро понимаешь, насколько важны эти голосовые подсказки в гонке.
Со стороны, особенно когда смотришь впервые, овальная гонка действительно может показаться однообразной или просто как шоу. Один поворот, потом еще один и так много раз. Но по ощущениям это одна из самых насыщенных форм автоспорта. Потому что здесь напряжение не размазано тонким слоем по всей карте, оно собрано между машинами, постоянными решениями и риском. И если мы берем симрейсинг, то ты буквально оказываешься внутри этой мясорубки из воздуха и человеческих ошибок. Ты сам начинаешь чувствовать, как машина присасывается в драфт, слышишь споттера и сам понимаешь, насколько длинной может быть секунда, когда вокруг тебя 3 ряда. И вот тогда приходит довольно простая мысль: овалы интересны не вопреки своей простоте, они интересны как раз из-за нее. Потому что простая форма трассы убирает лишнее и делает главное видимым. Гонка людей друг против друга, машины против воздуха и пилоты против собственных нервов. Спасибо, что досмотрели до этого момента, значит, все-таки я надеюсь, у меня получилось вас заинтересовать. Пожалуйста, поддержите канал лайком и подпиской, и увидимся в новых видео.